Такого Трампа мы еще не видели. Президент США дал Украине отмашку на поход за пределы старых границ. Европа перекроет нефтяной краник Москве гораздо раньше. Урсула фон дер Ляйен назвала новые сроки. Шеф Пентагона резко высказался о российских самолетах, нарушающих воздушное пространство НАТО, а шеф Хексета еще резче. Украина ужесточила дроновые санкции в отношении российской нефтянки. Эффект – огонь. Ну и отсутствие бензина на заправках. Свобода слова победила. В США вернули в эфир ведущего, который разозлил консерваторов. Люди – новая нефть. Кто заплатит за военные расходы Кремля? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дональда Трампа как подменили. Во всяком случае, таких резких заявлений по отношению к Кремлю американский лидер не делал никогда. Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и отвоевать всю Украину, вернув ее в первоначальное состояние. Дональд Трамп написал, что Украина обладает великим духом и с поддержкой Европы и НАТО вполне может не только выйти на границы 1991 года, а даже пойти дальше. Россия бесцельно сражается уже 3,5 года в войне, которую реальной военной силе следовало бы выиграть меньше, чем за неделю. На самом деле это очень сильно выставляет ее бумажным тигром. Путин и Россия сталкиваются с большими экономическими проблемами, добавил президент США. Поэтому, как он написал, сейчас самое время для Украины действовать. Закончил свой пост Трамп обещанием продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что захочет. Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент США пообещал ввести в отношении Москвы новые меры экономического воздействия. Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень сильный пакет мощных пошлин, которые, я полагаю, очень быстро остановят кровопролитие. Евросоюз может полностью отказаться от российской нефти уже до конца текущего года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами в начале ее встречи с президентом США на полях Генассамблеи ООН. Президент Трамп абсолютно прав. Мы работаем над этим. Мы уже значительно сократили поставки газа из России, полностью отказались от российского угля и значительно сократили поставки нефти. Но кое-что все еще поступает на европейский континент. Еще недавно ЕС планировал отказаться от покупок российской нефти до 2027 года, но теперь глава Еврокомиссии заявила, что это может произойти уже до конца текущего года. Сейчас мы вводим санкции в отношении тех портов, куда, например, идет СПГ из России, и хотим ввести пошлины на поставки нефти, которые все еще поступают в Европейский Союз. Таким образом, мы действительно добиваемся последних капель нефти и газа, поступающих из России в Европейский Союз. Мы хотим от них избавиться. Ну и, наконец-то, сам Дональд Трамп назвал главного покупателя российской нефти в Европе. Уже во время общения с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке американскому президенту задали прямой вопрос, какой сигнал он готов отправить премьеру Венгрии Орбану. Он мой друг. Я с ним не говорил, но у меня есть чувство, что если я с ним поговорю, то он может прекратить. И я думаю, что я это сделаю. Фактически речь идет о том, что Орбан единственный в ЕС, кто продолжает играть на руку Кремлю, и теперь Трамп публично намекнул, что готов надавить даже на своего друга. Подменили не только Трампа. Пит Хексет, похоже, вспомнил, что его должность теперь называется министр войны. Шеф Пентагона жестко отреагировал на инцидент с российскими истребителями, которые нарушили воздушное пространство Эстонии. Спустя 5 дней, но все-таки. Вторжение России в воздушное пространство НАТО неприемлемо. Военное министерство США выражает солидарность с Эстонией и высоко оценивает быструю и решительную реакцию союзников.
Похоже, на позицию Пита Хексета сильно повлияло мнение его шефа, которое тот высказал во время встречи с Зеленским. На вопрос журналиста, считает ли Трамп необходимым сбивать российские самолеты, входящие в воздушное пространство стран НАТО, президент США ответил коротким, но решительным согласием. Yes, I do. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь именно вы решаете, узнать ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта. И продолжаем. Украинские дроны нанесли очередной удар по крупному предприятию российской нефтянки. В этот раз целью был выбран «Газпром» нефтехим «Салават». Жители города слышали серию ударов, а над заводом поднялся густой столб дыма. По предварительным неофициальным сообщениям вышла из строя установка ЛОАВТ-6, рассчитанная на 6 миллионов тонн сырья в год. Если эти предположения окажутся верными, это будет означать потерю сердца предприятия, которое определяет пропускную способность всего производства. Салават находится более чем в 1500 километров от границы с Украиной. Это уже вторая атака по объекту за неделю. В минувший четверг, 18 сентября, сообщалось о поражении установки первичной переработки нефти. «Газпром» нефтехим «Салават» – один из крупнейших нефтехимических комплексов страны, выпускающий бензин, дизель, керосин, полиэтилен и другие продукты. Удары украинских дронов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора усугубляет топливный кризис в России. Автозаправочные станции в регионах стали отпускать не более 10-20 литров бензина, так сказать, в одни руки, либо продавать только дизель. Об этом сообщили «Известиям» в независимом топливном союзе. На середину сентября дефицит зафиксирован уже в 21 регионе, от Чукотки до Поволжья. Мощности переработки упали на 17%, цены на бензин бьют рекорд. На оккупированных территориях Украины ситуация даже хуже. Вот вам свежее видео из Симферополя. Денег на войну в российском бюджете все меньше, поэтому их ищут в карманах россиян. Минфин публикует решение: налог на добавленную стоимость поднимут с 20 до 22%. Причина банальна – рекордный дефицит бюджета. Планировали дыру в 1 триллион рублей, получили в 4. И это только за 8 месяцев. Доходы от нефти и газа рухнули на 20%, а расходы на войну выросли на 21%. С помощью повышения НДС власть рассчитывает вынуть из карман россиян дополнительно около триллиона рублей в год. Налог станет выше с 1 января. Формально обещают, что продукты, лекарства, книги останутся с льготной ставкой 10%. Но экономисты уже предупреждают, очередной виток инфляции неминуем. Глава так называемого профсоюза олигархов Александр Шохин прямо сказал: ждите очередного скачка цен и ставок. Ночь в Харькове превратилась в кошмар. Россия атаковала город 18 дронами камикадзе. Основной удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры. В результате часть города осталась без света и воды. В Холодногорском и Шевченковском районах встали трамваи и троллейбусы. Вместо них впустили автобусы. Под ударом оказались жилые дома, магазины и автомобили. В городе возникли пожары. Спасатели сообщают о пострадавших. Пламя вспыхнуло и за пределами города. В Чугуеве и Бугаевке горели жилые дома. Там тоже есть раненые. Ушла из жизни икона европейского кино, муза великих режиссеров. В возрасте 87 лет не стала Клаудии Кардинале. Актриса была символом золотой эры европейского кино, настоящей легендой, вдохновлявшей Висконти, Феллини и Леоне. Будущая звезда родилась в 1938 году в Тунисе в семье итальянцев. Ее путь к экрану начался случайно. Победа в конкурсе красоты подарила ей поездку на Венецианский кинофестиваль, где Кардинале заметил продюсер и будущий муж Франко Кристальди. С конца 50-х она стремительно вошла в большой кинематограф, а настоящую славу принесла роль в фильме «Висконти Рокко и его братья». Красота, сила и природное обаяние Кардинале покорили Европу. За карьеру она снялась более чем в 150 фильмах и получила десятки наград.
Комик Джимми Киммел снова вышел в прямой эфир ABC. После недельного перерыва его шоу началось под бурные аплодисменты. Зрители встречали ведущего стоя. Едва сдерживаясь, чтобы не заплакать, ведущий извинился за свои слова о смерти консервативного инфлюенсера Чарли Кирка, уточнив, что не хотел ни унижать жертву, ни обвинять кого-то конкретно. Тем не менее, в США комментарии Киммела вызвали мощный резонанс в среде республиканцев. Критиковал его в том числе сам Дональд Трамп. Ведущего первоначально уволили из эфира, и теперь большую часть вступительного слова он посвятил именно свободе слова. Это шоу не важно. Важно то, что мы живем в стране, которая позволяет нам снимать такое шоу. Трампу, конечно, тоже досталось. Он изо всех сил старался меня отменить. Вместо этого он заставил миллионы людей смотреть шоу. Это обернулось против него. Возможно, ему придется опубликовать досье Эпштейна, чтобы отвлечь нас от происходящего. Против давления администрации Белого дома выступил Голливуд. Более 400 звезд от Мэрил Стрип до Роберта Де Ниро подписали письмо в защиту Киммела, назвав историю угрозой свободе слова в США. А по всей стране прокатились демонстрации поддержки с ведущим. Верните Джимми обратно. Верните Джимми обратно. Верните Джимми обратно. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.